Холодный ноябрьский ветер гнал пыль вдоль железнодорожных путей, где ржавые рельсы тянулись через пустырь за городом. Серое небо нависало над землей, а вдали у горизонта едва слышался гул приближающегося поезда. На рельсах среди щебня и сухой травы лежала овчарка. Ее шерсть, когда-то черно-рыжая, теперь была спутанной и грязной, а глаза, темные и пустые, смотрели в никуда. Она не шевелилась. Ее дыхание было слабым, а тело, исхудавшее от голода, казалось частью земли. Она легла на рельсы и перестала бороться, как будто мир, что предал ее, больше не стоил усилий. В кабине грузового поезда, идущего из депо, сидел машинист Виктор, мужчина с грубыми руками и усталым взглядом. Его смена тянулась долго, мысли были заняты обыденным. Отчет в депо. Звонок дочери. Но вдруг, вдали на рельсах, он заметил темное пятно. Не мусор, не тень, а что-то живое. Он прищурился, его сердце сжалось. Поезд был еще далеко, но пятно не двигалось. Виктор сбавил скорость, его пальцы сжали рычаг, а затем, не раздумывая, нажал на тормоз. Скрежет колес разорвал тишину, поезд остановился в десятке метров от фигуры. «Господи!» – пробормотал Виктор, и его голос дрогнул. Он спрыгнул из кабины, его ботинки хрустели по щебню и подбежал к рельсам. Перед ним лежала овчарка. Ее глаза, полные боли, встретились с его взглядом. Она не рычала, не пыталась встать, только смотрела, будто прощаясь. Виктор опустился на колени, его руки замерли над ее шерстью, и слезы, которые он не проливал годами, потекли по щекам. Это была не просто собака, это было предательство, осязаемое, живое, брошенное на рельсы, как мусор. «Кто тебя так?» – прошептал он. Его голос ломался, он вспомнил своего старого пса, Кузю, умершего от старости, и его верность, что грела его сердце. Эта овчарка, лежащая на холодном металле, разбудила в нем гнев и жалость. Он заметил шрамы на ее боках, спутанную шерсть, впалые ребра. Она была голодна, слаба, но ее глаза, хоть и тусклые, все еще цеплялись за жизнь. Виктор знал, что времени мало. Собака, которую он мысленно назвал Нюрой за ее скорбный взгляд, была на грани. Он осторожно поднял ее, чувствуя, как ее тело дрожит, и понес к кабине поезда. Она была тяжелой, несмотря на истощение, но он держал крепко, его куртка пропиталась запахом мокрой шерсти. В кабине он уложил Нюру на старое одеяло, что возил для долгих смен, и вызвал по рации диспетчера, сообщая, что задержится. «Надо в клинику», – пробормотал он. Его пальцы дрожали. Он знал, что недалеко есть ветеринарная станция, где работала его знакомая, Лариса-медсестра, помогавшая бездомным животным. Дорога была недолгой, но каждый слабый вздох Нюры резал его сердце. Он шептал ей: «Держись, девочка, ты не одна». В клинике Лариса встретила его с тревогой. Увидев Нюру, она нахмурилась. «Она в ужасном состоянии», – сказала она, вызывая врача Ольгу, женщину с жестким голосом и мягкими руками. Ольга осмотрела Нюру, ее пальцы осторожно касались ее шерсти. Истощение, обезвоживание, старые шрамы, возможно, от побоев. Она жива, но слаба. Подключим капельницу и попробуем ее вытянуть. Виктор кивнул, его слезы капали на пол, он рассказал о рельсах, о том, как Нюра лежала, не вставая. Ольга покачала головой. Ее голос был тихим, но твердым. «Это не случайность. Ее бросили, возможно, били. Я видела таких собак. Их выгоняют, когда они не нужны. Но ее звали, я уверен. Посмотри, на шее след от ошейника». Виктор замер. След от ошейника? Он посмотрел на Нюру, чьи глаза закрылись под капельницей, и почувствовал, что эта встреча не просто долг, а судьба. Он знал, что должен найти ответы не только ради Нюры, но и ради себя.
Нюра, лежавшая на рельсах, стала его болью и его надеждой. И Виктор чувствовал, что их история только начинается. Ноябрьский вечер сгустился над городом. Холодный ветер стучал в окна ветеринарной станции, где запах антисептика смешивался с теплом обогревателей. На мягкой подстилке под тусклым светом лампы лежала Нюра, овчарка с черно-рыжей шерстью, теперь очищенной, но все еще тусклой. Ее темные глаза чуть яснее, чем на рельсах, следили за движениями в комнате, а лапы, покрытые старыми шрамами, слабо дрожали. Дыхание Нюры, хоть и хриплое, было упрямым, словно она все еще цеплялась за жизнь, несмотря на предательство, что привело ее на рельсы. Каждый ее вздох был вызовом смерти, но истощение напоминало, что борьба далека от конца. Виктор сидел в приемной. Его куртка, пропахшая рельсами и мокрой шерстью, лежала на стуле, а руки сжимали пустую кружку из-под кофе, принесенную Ларисой. Он смотрел на дверь смотровой, где Нюра боролась, и его мысли возвращались к рельсам, к ее неподвижному телу, к глазам, полным скорби. Он вспоминал Кузю, своего пса, чья смерть оставила его одиноким, и чувствовал, что Нюра, найденная на холодном металле, стала его долгом, его шансом вернуть тепло в сердце, разбитое несправедливостью мира. Врач Ольга вошла, вытирая руки. Ее лицо было строгим, но в глазах мелькнула надежда. «Она держится», – сказала она, садясь напротив. Капельницы работают, температура немного поднялась. Но она истощена, шрамы на боках от побоев старые, но глубокие. «Ты думаешь, что с ней делать?» Виктор замер. Вопрос Ольги такой простой, ударил в его грудь. Он не думал дальше спасения Нюры, но теперь, когда она цеплялась за жизнь, реальность навалилась на него. Его комната в общежитии депо с узкой кроватью и запахом машинного масла не была готова к собаке. Его жизнь, полная смены и редких звонков дочери, не оставляла места для новых забот, и все же, вспоминая глаза Нюры, он знал, что не может отступить. «Я не оставлю ее», – тихо сказал он, его голос дрожал. «Не после того, что видел». Ольга кивнула, и ее взгляд смягчился. «Тогда останься с ней сегодня. Если переживет ночь, будем думать дальше. И я попробую узнать о ее прошлом. След от ошейника говорит, что у нее были хозяева. Возможно, в приюте знают больше». Виктор согласился. Его сердце колотилось от смеси страха и решимости. Он решил действовать. После разговора с Ольгой он позвонил своему другу Павлу, работнику депо, который знал местных жителей и мог спросить о пропавших собаках. Павел обещал узнать, не видели ли Нюру в поселке у путей. Виктор остался в клинике на ночь, сидя у подстилки, меняя теплые компрессы и шепча Нюре слова, которые сам не слышал с детства. В какой-то момент Нюра открыла глаза, ее взгляд еще слабый встретился с его глазами. Это был краткий миг, но он наполнил его надеждой. Собака боролась, и он должен был бороться вместе с ней. На следующий день Павел позвонил с новостями. «В поселке говорили о собаке», – сказал он. Его голос был серьезным. «Овчарку выгнали из дома месяц назад семья, что жила у переезда. Они переехали, а собаку оставили. Больше ничего». Виктор почувствовал, как его сердце сжалось. Выгнали. Он поблагодарил Павла и вернулся к Нюре, чьи лапы теперь шевелились чаще, а глаза искали его. Он рассказал ей о Кузе, о том, как пес любил лежать у его ног, о том, как он скучает по его теплу. Нюра слушала, ее дыхание стало ровнее, и Виктор почувствовал, что эта овчарка, такая хрупкая, понимает его боль. Но загадка шрамов и рельс оставалась. Кто эта семья? И почему они так жестоко поступили с Нюрой? Виктор знал, что правда будет тяжелой, но его решимость, как поезд на рельсах, двигалась вперед. Он чувствовал, что Нюра, уже простившаяся с жизнью, стала его шансом вернуть веру в добро, и их история, начавшаяся на холодных путях, была далека от завершения.
Ноябрьский холод пробирал до костей, ветер завывал за окнами ветеринарной станции, где свет ламп отражался от белых стен. На теплой подстилке лежала Нюра, овчарка с черно-рыжей шерстью, теперь чуть блестящей от ухода. Ее темные глаза яснее, чем вчера, следили за Виктором, а лапы, покрытые шрамами, слабо шевелились. Дыхание Нюры все еще слабое, было упрямым, словно она отказывалась сдаваться, несмотря на рельсы, где она легла, приняв свою судьбу. Каждый ее взгляд был вызовом боли, но истощение и шрамы напоминали, что борьба не окончена. Виктор сидел рядом, его грубые пальцы сжимали кусок ткани с выцветшей буквой «Т», обрывок, снятый с Нюры, намек на ее прошлое. Загадка овчарки, брошенной на рельсы, терзала его. Слова Павла о семье, что выгнала Нюру у переезда, были как нож в сердце. Виктор смотрел на собаку, чьи уши шевельнулись, и чувствовал гнев. Не только на тех, кто предал ее, но и на мир, где верность встречает такую жестокость. Он вспоминал Кузю, своего пса, чья преданность была его опорой после ухода жены, и знал, что Нюра заслуживает правды. Врач Ольга вошла, проверяя записи. Ее лицо было усталым, но глаза сияли. «Она прогрессирует», — сказала она, регулируя капельницу. Нюра ест, пытается встать, но шрамы, они от побоев, возможно, палкой или ремнем. Ее били не раз. «Ты все еще хочешь искать тех, кто это сделал?» Виктор ухнул. Его рука сжала ткань. «Били», – прошептал он, его голос ломался, но она же доверяет. Ольга кивнула, ее голос стал тише. «Овчарки такие, их сердце прощает, даже когда тело помнит. Я связалась с приютом, и они помнят Нюру. Ее сдавали год назад, но потом забрала семья. Они не оставили адреса, но упомянули дом у переезда. Может, стоит проверить». Виктор почувствовал, как его грудь сжалась. «Дом у переезда?» Он посмотрел на Нюру, чьи глаза полны усталого света, встретили его взгляд. Шрамы, след от ошейника, рельсы – все это были обрывки истории, которую собака несла в своем теле. Виктор вспомнил, как Кузя, больной, смотрел на него, прося тепла, и понял, что должен найти тех, кто так поступил с Нюрой. Не ради мести, а ради справедливости. Он решил действовать. После разговора с Ольгой он снова связался с Павлом, который обещал расспросить местных о семье у переезда. «Это старый поселок СКСО», – сказал Павел по телефону, его голос был хриплым. «Там знают друг друга, но люди не любят чужаков. Я поговорю с соседями, но, Витя, будь осторожен». Виктор кивнул. Его мысли были полны Нюры. Он вернулся в смотровую, где овчарка теперь сидела, ее лапы дрожали, но хвост слабо шевельнулся. Он опустился на колени, его пальцы коснулись ее шерсти, и слезы, которые он сдерживал, потекли по щекам. «Ты молодец, Нюра», – прошептал он. «Мы найдем их». Но радость от выздоровления Нюры смешалась с тревогой. Собака была слаба, ее шрамы говорили о годах боли, а расследование могло привести к людям, способным на жестокость. Виктор решил обратиться к местному участковому, Сергею, которого знал через Павла. Он показал ему ткань с буквой «Т» и рассказал о Нюре. Сергей нахмурился, его взгляд был тяжелым. «Это не просто брошенная собака», – сказал он, изучив ткань. «Шрамы, рельсы – это умышленное. Я проверю дом у переезда, но... Виктор, если это те люди, они могут быть опасны». Виктор почувствовал, как страх сжал его грудь. Но он не отступил. Он вернулся в клинику, где Нюра уже пыталась лизнуть миску с едой. Он сел рядом. Его пальцы гладили ее шерсть, и он рассказал ей о Кузе. О том, как пес любил бегать за мячом. О том, как он скучает по его лаю. Нюра слушала, ее уши шевелились, и Виктор почувствовал, что эта овчарка такая раненая,
понимает его одиночество. На следующий день Сергей позвонил с новостями. «Нашел дом», – сказал он. Его голос был напряженным. Семья жила там. Мужчина с женой и сыном. Соседи видели овчарку, говорили, она лаяла по ночам, а потом пропала. Они уехали месяц назад, но оставили сарай с вещами. Я нашел старую сумку с буквой «Т». Виктор замер. «Сумка?» Он поблагодарил Сергея. Его мысли кружились. Правда о Нюре, о семье, что била ее и выгнала, была близко, но ее тяжесть пугала. Он вернулся к собаке, чьи глаза теперь сияли светом, и понял, что должен довести дело до конца. Нюра, овчарка, что легла на рельсы, стала его зеркалом, отражением его собственной борьбы с утратой. И Виктор знал, что их судьбы теперь связаны. Но в глубине души он боялся. Нюра была слаба, а ее выздоровление не было гарантировано, а правда о семье могла оказаться слишком жестокой. Он чувствовал, что должен встретиться с ними. Не для обвинений, а чтобы понять, почему они так поступили. Нюра, уже простившаяся с жизнью, стала его уроком о силе, что рождается из боли. И Виктор был готов идти дальше. Ради нее. И ради себя. Железнодорожные пути, где рельсы блестели под тусклым солнцем, молчали о своей тайне. В ветеринарной станции, где запах лекарств смешивался с теплом обогревателей, лежала Нюра. Он вспоминал Кузю, своего пса, чья смерть оставила его одиноким, и знал, что Нюра, боровшаяся до конца, стала его светом. Врач Ольга вошла, проверяя записи. Ее лицо было усталым, но глаза сияли. «Нюра крепнет», – сказала она, регулируя миску с едой. Она встает, ест, даже виляет хвостом, но ее сердце слабое, нужен покой. «Ты нашел что-то о тех людях?» Виктор кивнул, его голос дрожал. Участковый нашел их след, семья жила у переезда. У них была Нюра. Они уехали, но оставили вещи. Я хочу знать, почему они так с ней. Ольга нахмурилась. Ее голос стал тише. «Будь осторожен, Виктор. Такие люди, они не любят вопросов. Но если решишь, я помогу связаться с приютом, они могут знать больше». Виктор посмотрел на Нюру, чей хвост слабо шевельнулся, будто она поняла. Слово «дом» эхом отозвалось в его душе. Его комната в общежитии Депо с запахом масла и узкой кроватью не была готова к собаке. Но каждый взгляд Нюры, полный доверия, напоминал ему о Кузе, чье тепло было его опорой. Он знал, что не может оставить ее, но мысль о встрече с семьей пугала. «Я должен понять», – тихо сказал он, – «ради нее». Он связался с Сергеем, который сообщил, что семья, мужчина, женщина и их сын, была замечена в соседнем поселке. «Они снимают дом», – сказал Сергей по телефону, его голос был напряженным. «Я нашел их через хозяина сарая. Они не скрываются, но нервные. Хочешь поговорить? Я могу поехать с тобой». Виктор замер, его сердце колотилось. «Поговорить?» Он согласился, но страх сжал его грудь. Он вернулся к Нюре, его пальцы коснулись ее шерсти, теперь теплой и мягкой. Ольга, наблюдавшая за сценой, тихо сказала: «Виктор, подумай о том, чтобы забрать ее. Не сразу, но когда окрепнет, она доверяет тебе. И честно, вы нужны друг другу». Эти слова поразили Виктора, он вспомнил свою комнату, где тишина была его единственным спутником, и понял, что Нюра может заполнить эту пустоту. Но он боялся, не только за здоровье собаки, но и за себя. Сможет ли он дать ей все, что нужно? И что, если правда о семье сломает его? Эти страхи кружили в его голове, но взгляды Нюры, полные надежды, были сильнее. Он начал готовиться. Купил миску, теплое одеяло, резиновую игрушку в память о Кузе. Ольга помогла составить план ухода, предупредив, что выздоровление Нюры будет долгим. Но Виктор знал, что готов.
Нюра, овчарка, что легла на рельсы, стала его шансом исцелить свое сердце. Но он чувствовал, что их история еще не закончена. Он ждал новостей от Сергея, надеясь, что правда принесет справедливость. И знал, что Нюра, как и он, заслуживает любви, что сильнее боли. Весна мягко накрыла город, заменив холод теплым ветром и ароматом цветущего шиповника. Железнодорожные пути, где рельсы когда-то держали боль, теперь блестели под солнцем, а пустырь у переезда покрылся зеленью. В маленькой комнате Виктора, в общежитии депо, где запах машинного масла смешивался с теплом нового одеяла, бегала Нюра, овчарка с черно-рыжей шерстью, блестящей, как утренний свет. Ее лапы теперь крепкие, топали по полу, а темные глаза сияли радостью. Шрамы на ее боках побледнели, но напоминали о рельсах, где она легла, решив сдаться. Нюра выжила, и каждый ее прыжок был гимном жизни. Виктор сидел на стуле. Его грубые руки, натруженные годами работы, гладили шерсть Нюры, а взгляд был полон благодарности. Он улыбался, чувствуя, как его сердце, так долго скованное одиночеством, теперь бьется в такт вилянию хвоста. История Нюры, овчарки, брошенной как ненужная вещь, изменила его. Виктор, привыкший к тишине и редким звонкам дочери, обрел друга, чья преданность напомнила ему, что даже в самые темные дни есть свет. Но этот свет дался нелегко, и его тепло все еще смешивалось с тихой грустью. После встречи с Олегом и Ниной семьей, что предала Нюру, Виктор вернулся к собаке с решимостью. Участковый Сергей собрал доказательства. Ткань с буквой «Т». Показания соседей, следы побоев на теле Нюры. Олег признал вину, его голос был холодным, а Нина, сломленная стыдом, рассказала, как он бил собаку за лай, а потом выгнал, когда они переезжали. Их ждало наказание, но Виктор чувствовал не радость, а печаль за людей, чьи сердца ожесточились, и за Нюру, что платила за их боль. Врач Ольга, следившая за выздоровлением Нюры, была довольна. «Она боец», — сказала она, улыбаясь. «И ты, Виктор, забери ее домой. Она уже твоя». Эти слова стали для Виктора путеводной звездой. Он привез Нюру в общежитие, устроив ей угол у окна, где лежало одеяло и резиновая игрушка «Память о Кузе». Сначала Нюра была робкой, ее лапы дрожали, а глаза искали рельсы за стеклом, будто помнили холод. Но Виктор не сдавался. Он кормил ее теплой кашей, гладил ее шерсть, рассказывал о Кузе, о том, как пес любил греться на солнце. Постепенно Нюра начала вилять хвостом, ее шаги стали увереннее, а лай, звонкий и живой, наполнил комнату. Но здоровье Нюры оставалось хрупким. Ольга предупреждала, что ее сердце, ослабленное голодом и побоями, требует ухода. Условное наказание. Она написала тебе письмо. Хочешь прочесть? Виктор кивнул, его руки дрожали. В письме Нина просила прощения, ее слова были полны слез. Я не остановила его, Нюра не заслужила этого. Спасибо, что спасли ее. Виктор заплакал, его слезы были светлыми. Он не чувствовал злости, только облегчение. Он прикрепил письмо к стене рядом с фотографией Кузи и понял, что Нюра стала мостом между болью прошлого и надеждой на будущее. Но история получила неожиданный поворот. Работники депо, узнавшие о спасении Нюры, начали приносить еду и одеяло для приюта, где она когда-то жила. Лариса, медсестра, организовала сбор, назвав его «Для Нюры». Виктор, увидев, как люди чистят дворы и строят будки для бездомных собак, почувствовал гордость. Нюра, такая хрупкая, стала символом надежды, и ее история тронула сердца. Он решил, что Нюра должна увидеть это. Однажды он повел ее к приюту, где волонтеры красили заборы. Нюра бежала, ее шерсть развивалась, а глаза сияли. Люди гладили ее, а Виктор чувствовал, как его грудь наполняется теплом. Он понял, что спасение Нюры было не просто его подвигом. Оно вдохновило других ценить жизнь, даже самую раненую. Но самое удивительное случилось позже. Его дочь, Катя,
с которой он говорил раз в месяц, приехала в город. «Пап, я слышала о Нюре», – сказала она, и ее голос дрожал. «Лариса рассказала, что почему-то не позвонил. Я хочу помочь». Катя осталась на неделю, и ее приезд наполнил комнату смехом и теплом. Она играла с Нюрой, чинила полки с Виктором, говорила о детстве, их глаза сияли, Нюра носилась вокруг. Ее игрушка скрипела в зубах, а лай был полон радости. Виктор смотрел на них и чувствовал, что его жизнь, как и жизнь Нюры, обрела новый смысл. Месяцы шли, и Нюра росла сильнее, становясь ласковой и игривой. Она любила спать у окна, где лежала игрушка, и ее взгляд был спокоен. Однажды весной Виктор повел ее к рельсам, где когда-то нашел ее. Пути теперь были тихими, а трава зеленой. Нюра бежала, ее шерсть блестела, и Виктор улыбался, его слезы были светлыми. Он знал, что Нюра не просто выжила. Она подарила ему семью, надежду и веру в то, что добро всегда побеждает зло. История Нюры, овчарки, что легла на рельсы, стала легендой в приюте. Но для Виктора она была не просто историей. Это был урок о любви, что сильнее боли, и о сострадании, что возвращает к жизни. Нюра, найденная среди ржавых путей, стала его светом. И каждый раз, слыша ее лай, он благодарил судьбу за этот дар, что изменил все.